Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. Я сменил дислокацию, я нахожусь у бабушки на даче. И я вам давно обещал показать рецепт рыбного пирога, дальневосточного пирога. Это очень вкусный пирог с рыбой. Моя бабушка с Дальнего Востока, и они на Амуре частенько готовили рыбные пироги. Этот будет пирог с капустой и горбушей. Вот все, что у меня на столе, здесь очень много ингредиентов. Я все распишу, во-первых, в описании под видео. И напишу в комментарии все граммовки, чтобы вы могли повторить этот пирог. Прекраснейший, вкуснейший пирог. Ну и погнали. Первое, нам надо замешать дрожжи для теста. Для этого я готовлю, смотрите, сегодня 2 пирога, потому что один я хочу себе взять, один оставить на даче. Поэтому все на 2 пирога. Если что, уменьшайте ровно в 2 раза. Берем столовую ложку, берем дрожжи. И насыпаем целую столовую ложку. Дрожжи эти быстродействующие. Берите такие же. Вот столовую ложку сюда насыпаем. Также отправляем сюда столовую ложку сахара. И добавляем сюда столовую ложку муки. И теперь мы должны получить из этого кисель. Добавляем сюда теплого молока. Не горячего, просто теплого. До состояния, чтобы получился кисель. Размешиваем. Размешали вот до такого состояния. Жидкий киселечек получился. И отставляем на 20 минут, чтобы опара подошла. Опара подошла, и теперь подготавливаем тесто. Для этого нужно будет взмешать 4 яйца. Разбиваем, отправляем сюда же. Выливаем сюда 2 стакана теплое молоко, 1 стакан. И кефир 1%. Теперь добавляем масло 100 грамм, растопили его вот на паровой бане, чтобы оно такое жиденькое было. Теперь отправляем 4 ложки столовых сахара. И вот так вот немного соли. И отправляем опару. Теперь это все перемешиваем. Какая у меня здоровая большая ложка. Теперь добавляем просеянную муку постепенно. И также это все хорошо здесь вымешиваем. Муки на 2 пирога я взял чуть больше 1 килограмма. Кило 100 где-то приблизительно. И начинаем хорошо здесь взмешивать. Сначала вот так вот вручную, потом это можно будет все сделать миксером. А бабушка за кадром все подсказывает. Отобрали у меня тесто. Бабушка сказала, что я это все очень медленно делаю, поэтому она взялась делать это сама. Но у нее очень хорошо получается. У меня вот эти вот движения нет. Бабушка мне здесь все взмешала, ну а теперь я могу сам вот миксером, это гораздо проще. Миксером просто берем и замешиваем. Тесто будет очень эластичное, такое хорошее. Когда тесто хорошо вымешали, добавляем сюда 2 столовых ложки подсолнечного масла. И формируем вот такой вот здесь клубочек. Тесто прям мягкое, нежное получается. Теперь тесто накрываем крышкой, либо же салфеткой, марлей, чем угодно. И убираем это в теплое помещение. Когда тесто будет подходить, опускаем его. И так делаем 2 раза. На 3-й раз уже будем делать пирог. Пока подходит тесто, сразу же начинаем заниматься начинкой. Для этого вот у меня бабушка подготовила сразу же филе горбуши. Здесь почищено, то есть с кожицы будем резать, ничего страшного. Удалили все косточки. И нарезаем филе приблизительно где-то как 2 пальца. Вот на такие вот соломки. Здесь 2 рыбы у меня, таких небольших горбуш. Всю нарезанную рыбу вот этими дольками отправляем в тару. И здесь мы ее немного замаринуем. Ну как замаринуем? Посыпем солью и перцем. Здесь смотрите по вашему вкусу, сколько сыпать. Я вот так вот чуть-чуть. И солюшки.
И здесь хорошо перемешайте. И рыбу убираем пока в холодное помещение. В холодильник, в общем. Какая вкусная горбуша. Да и пирог будет очень вкусный. А теперь берем квашеную капусту, кисленькую. Она нам пригодится, потому что получится очень вкусный, кисленький немного привкус у пирога. Ее просто немного вот так вот еще измельчите, чтобы не тянулось это все в пироге. И отправляем это все, вот так вот на сковородочку. Ее немного нужно будет протушить. Наливаем немного подсолнечного масла и сразу же отправляем в сковородку. На 2 пирога у меня уйдет приблизительно 400 грамм квашеной капусты. И теперь обычную капусту нарезаем на тоненькие полоски, ну приблизительно как на борщ. На 2 пирога 1 качан капусты. И капусточку еще можно вот так вот пополам здесь измельчить. Теперь берем репчатый лук и нарезаем обычными полукольцами. Две луковицы на 2 пирога, то есть 1 луковица на 1 пирог. Обжариваем квашеную капусту. Ее слегка мы просто притушим в течение 5 минут. Как прекрасно готовить на даче. Природа, птички поют. Класс просто. Когда 5 минут обжарили квашеную капусту, прям берем и добавляем сюда свежую капусту. И также тушим это все до полуготовности, потому что это же в пироге еще тоже будет готовиться. Капусту довели до состояния аль денте, то есть это до полуготовности. Во время тушения я немного подсолил. И выкладываем и даем капусте остыть. Также обжарим репчатый лук. Также до полуготовности, вот до золотистой, как только начинает золотиться, снимаем с огня. Посмотрите, как подходит тесто. Прошло полчаса, намочили руку и начинаем его вот так вот опускать опять. И опять отправляем на полчаса приблизительно в теплое место, пускай еще раз подходит. Ну а теперь остается только собрать пирог. Подготавливаем форму, сюда пергаментную бумагу, вырезаем и укладываем на низ. Берем тесто и выкладываем его сюда. Подсоберем его немного. И разделю на 2 пирога. И из этой половинки тоже делаем 2 части. Низ и верх пирога. Пирог будет закрытый. И теперь раскатываем кругляшок. Смазываем немного подсолнечным маслом. И укладываем здесь. Разровняйте, чтобы это было равномерно здесь все. И приступаем к начинке. Первым слоем отправляем капусту. А теперь выкладываем рыбку. Вот так вот, чтобы плотно было. И дальше берем лучок, слой лучка. И также хорошо разравниваем. И выстилаем теперь сверху. И вот так вот края здесь
поджимаем. И вот такое вот отверстие оставляем, это чтобы выходил пар. Как-то все удобно делать, да, садовой кисточкой. Не кулинарный, мы же на даче. Делаем все гораздо проще. Вот такой вот пирог. Теперь даем 15 минут подойти пирогу. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. И отправляем это все в духовку, в разогретую. Приблизительно на 20-25 минут в зависимости от вашей духовки. Ну вот он и долгожданный дальневосточный пирог. Просто шик. Ну и конечно же, пробуем. Вот поднимайте, что это рыбка. Вот в разрезе очень даже красивый. Капусточка, лучок. Вкуснейшее просто тесто. Ой, обожаю этот пирог. Не передать словами. Это надо просто взять, повторить и попробовать. Очень классно. Чайком. Самое то. Вы меня часто просили приготовить дальневосточный пирог, и я его приготовил. Очень вкусно. Друзья, повторяйте рецепт, кушайте с удовольствием. До новых встреч, до новых видео. Пока.